Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам связать вот такой красивый чесночок. Вот так он смотрится с корешочками. Такой симпатичный. Если по размерам смотреть чесночка, то если с корешочками, то до 10 сантиметров. Приступим к вязанию. Для чеснока я буду использовать основной цвет, это белый, и зеленый для листочков. Это пряжа вот в 50 граммах 160 метров. И серую пряжу буду, это хлопковая пряжа, и ее буду использовать. Вязать будем крючком 1,5 миллиметра. Начинаем вязать основную часть белого цвета. Сделали кольцо. И в это кольцо ввязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Это у нас первый ряд. Теперь переходим на второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда мы провязываем по прибавке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Во втором ряду у нас получилось 12 столбиков. Вяжем третий ряд. В третьем ряду провязываем 1 столбик, в следующий прибавка. И всего таких прибавок у нас будет 6. Снова вот показываю, вяжем столбик 1, в следующий прибавка. И так довязываем до конца ряда. В конце третьего ряда будет 18 столбиков. Переходим к четвертому ряду. В четвертом ряду провязываем 1 столбик, второй столбик, а в третий прибавка. И снова так мы будем вязать до конца ряда. 1 столбик, второй столбик, а в третий прибавка. Чередуем так до конца ряда. В конце ряда будет 24 столбика. Теперь вяжем пятый ряд. В пятом ряду провязываем 3 столбика. 1, 2, 3, а в четвертый прибавка. Так чередуем до конца ряда. 3 столбика, в четвертый прибавка. В конце пятого ряда будет 30 столбиков. Теперь с 6 по 12 ряд будем провязывать по 30 столбиков. Вяжем их самостоятельно. Вот я провязала по 30 столбиков 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 ряды. Теперь будем вязать 13 ряд. С 13 ряда начинаем убавлять. Провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. И после третьего столбика убавление. Убавка. И так вяжем до конца ряда. 3 столбика, убавка. В конце 13 ряда будет 24 столбика. Теперь вяжем 14 ряд. В
14 ряду провязываем 2 столбика, 1, 2 и далее убавка. И так вяжем до конца ряда, 2 столбика убавка, в конце ряда будет 18 столбиков. Начинаем немного наполнять вот наш чесночок, и теперь вяжем 15 ряд. В 15 ряду мы провязываем без изменения 18 столбиков. Вяжем их по кругу самостоятельно. Теперь вяжем 16 ряд. В 16 ряду будем провязывать 1 столбик, в следующем убавка. И так вяжем до конца ряда, столбик убавка, в конце 16 ряда будет 12 столбиков. Теперь вяжем 17 ряд. В 17 ряду будем провязывать 1 столбик и убавка. И так в конце этого ряда у нас получится 8 столбиков. Вот что у нас получается. И теперь вверх провязываем 4 ряда по 8 столбиков. Вот что у нас получилось. Эту ниточку мы потом спрячем. Вот так вовнутрь изделия. И отрезаем ее. Теперь вот берем ниточку с иголочкой. Вот я уже отрезала такую ниточку подлиннее, сделала. И прокалываем иголкой вот в середине. И выводим вот приблизительно в этой части. Вот так. Хвостик оставляем снизу. И теперь будем прошивать, вот такие делать стежочки. Вот прокалываю опять и вывожу вот тоже в этом ряду, только вот немножечко дальше. И будем формировать такие вот зубчики у чеснока. И вот так будем подтягивать их. Натяжение делаете такое, как вам нравится. Сильнее, слабее можно его сделать. И вот так прошиваем. И ниточки подтягиваем. И вот что у нас будет получаться. Делаете столько долек, вот зубчиков чеснока, сколько вы посчитаете нужным. И вот когда сделали вот все зубчики у чеснока, внизу эти 2 ниточки между собой связываем на узелки. Вот так хорошо закрепили. И вот теперь вот эти ниточки отрезаем. И теперь будем делать зеленые листочки. Набираем цепочку из 25 или 30 воздушных петель. Вот я набрала, и теперь эту цепочку будем обвязывать соединительными столбиками. Вот так обвязываем до конца. Вот что у меня получилось. Это у нас 2 листика. Вот мы согнули так пополам. Эти ниточки мы спрячем вовнутрь. Вот как это будет выглядеть. Вот мы слаживаем пополам.
часть листочков у нас уйдет вовнутрь чеснока, а вот то, что будет видно. И сейчас свяжем еще третий листочек. Снова набираем цепочку из воздушных петель, набираем 15-17 воздушных петель и обвязываем их соединительными столбиками. И вот когда связали вот второй лепесточек, здесь у него оставляем длинные ниточки. Даже в самом начале, когда набираем воздушную петлю, воздушные петли, оставляем вот такую ниточку подлиннее. Вот это наши первые листики. Вот оно так выглядело. Мы слаживаем пополам. Вот. И в серединку будем пришивать, вот так вот привязывать вот этот одиночный листочек. Вот так. Вот. И теперь эти ниточки завяжем. Зафиксируем. Так, теперь у нас будет 3 листочка. И вставляем вторую ниточку в иголку. И теперь будем вот эти вот листочки вот вставлять в эту вот наше отверстие в чесночке. Вот видите, иголку вставила. Теперь выводим ее внизу. Вот. Протягиваем. Так, достаем так вот ниточки и затягиваем листочки. Вот так это будет смотреться. И здесь внизу теперь вот одну ниточку я достала для того, чтобы можно было завязать внизу ниточки. Значит, нам нужно перехватить вот за другие столбики немножечко вторую ниточку. Вот так. И теперь можно завязать на узелки. Вот так завязываем, чтобы оно было зафиксировано. Вот. Теперь наши листочки никуда не денутся, а внизу эти ниточки вот отрезаем. Вот что у нас получилось. Теперь берем серую пряжу и будем вязать корешочки. Сделали вот кольцо. И в это колечко ввязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Колечко затягиваем. Вяжем второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда мы провязываем по прибавке. И в итоге у нас получится в конце ряда 12 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Соединительным столбиком замыкаем в кольцо и вот ниточку отрезаем подлиннее для того, чтобы можно было ее пришить. Вот корешочки будем пришивать в эту часть. И сейчас сделаем еще
корешочки длинненькие. Вот берем серую пряжу и вот их где-то сантиметров по 10 вот так слаживаем пополам, так вот перелаживаем вот их, ну, где-то 10 раз так слаживаем. Вот так еще сложим. Так, ну вот этого будет достаточно. Здесь теперь ниточку отрезаем и завязываем эти ниточки на узелок. Так, завязали. Теперь прилаживаем к этой вот части, там где корешки, и эту ниточку выводим на лицо и вот так прилаживаем, и теперь захватываем по ниточке, достаем вот на лицевую часть. Вот так захватили. И так по кругу можно в каждый вот столбик протягивать по ниточке. И вот так достаем ниточки на лицевую часть. И вот что у нас получилось. Вот такие вот ниточки. Теперь берем иголку, прилаживаем эту вот серединку, эти корешочки вот к серединке чеснока внизу, и начинаем пришивать. И пришиваем так, захватываем вот за столбики на корешках и за столбиках на чесноке. И вот так по кругу пришиваем. И после того, вот как пришили, вот так по кругу, ниточку выводим где-то вот в серединку. И берем другую ниточку и связываем на узелки, чтобы оно было хорошо все зафиксировано. Так, теперь осталось отрезать нужную длину, какую вы там хотите, чтобы у вас были корешки какой длины. Вот приблизительно вот так вот я отрезаю. Вот. И теперь порассоединять ниточки, распушить, чтобы была не одна вот такая ниточка, а чтобы были тоненькие, вот так. И вот такой чесночок мы сегодня с вами связали. Всем спасибо за внимание, до новых встреч!